Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Миллер пообещал заморозить Европу. Германию ждут убытки в размере 40 миллиардов евро из-за нехватки газа. Низкий уровень запасов газа в хранилищах угрожает экономике Германии многомиллиардными потерями в случае обычной зимы, пишет Bloomberg. Германия заполнила ПХГ лишь на 75%, отмечает Reuters. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, а что так Германия, можно сказать, бывшее промышленное сердце Европы, так плохо подготовилась к зиме? Ну, давайте уж чего мы, бывшие. До сих пор это крупнейший промышленный центр Европейского Союза. Да, испытывающий известные сложности, но не будем уподобляться некоторым лидерам общественного мнения, которые бегают за Германией с лопатой уже в течение нескольких лет в надежде наконец-то ее закопать, а та все от них убегает, убегает, убегает. Но не будем уподобляться тем, кто говорит: «О, господи боже мой, да Германии все это как слону дробина. Германия переживет вообще все на свете». Ну, если посмотреть на официальную статистику местного государственного статистического ведомства, мы неожиданно обнаружим, что нет, что-то как-то не очень хорошо у Германии получается справляться с текущими проблемами, и экономика там немножечко, знаете, самую малость, как бы капельку начала сокращаться. Опять же, это не падение в разы, это не проснетесь завтра, а Германии уже нет. Нет, это просто демонстрация и следствие глубокого системного кризиса, выхода из которого не то, что пока нету, его даже не совсем ясно, а когда чисто теоретически этот выход может образоваться. Ну, как утверждают европейские власти, выход будет где-то к 2050 году, потому что тогда, наконец, ярмо ископаемого топлива будет сброшено с плеч Европейского Союза, не российского, а вообще любого. И вот тогда заживем. Ну, а пока 2050 год не наступил, до него еще немножечко, так, 25 лет остается примерно, мы должны заметить следующее. Германию и Bloomberg торопится хоронить. Да, разумеется, Bloomberg в данном случае вместе с Reuters опираются на данные статистических ведомств, с одной стороны, а с другой стороны на выкладки, которые были сделаны в рамках исследования, а само исследование заказала компания Uniper. В свое время это был крупнейший покупатель российского газа на территории Германии, не единственный, но крупнейший из нескольких. У компании начались сложности, при том еще году в 2021. В итоге компания, ну, по сути, обанкротилась, была национализирована, и сейчас ее пытаются кому-нибудь впихнуть. Я несколько потерял как бы вот желание следить за судьбой этой компании, но если вдруг там произойдут резкие изменения, прям радикальные, расскажем. Вот. Пока компания явно находится в не самом лучшем положении дел у компании не самое лучшее. Ну и вот, кроме прочего, она заказала исследование. В этом исследовании говорится: ребята, 40 миллиардов евро, возможный убыток, ай-яй-яй. Я позволю себе зачитать маленький отрывок, для того, чтобы продемонстрировать, как говорится, что не все так однозначно. В общем, для вот этого колоссального убытка достаточно, чтобы температура упала значительно ниже нормы, как это было в 2010 году. Ну, в 2013 году тоже температуры падали значительно ниже нормы, но да ладно, видимо, 2013 год почему-то не устраивает. Но не в этом дело. А газохранилища в 2010 году в северо-западной Европе были заполнены лишь на 3/4. Сейчас запасы находятся на уровне около 83%, что ниже обычных для этого времени года показателей. Там, значит, было 75% в 2010 году, сейчас 83%. Ну и в самой Германии подземные хранилища газа заполнены тоже на 3/4. А 3/4 это сколько? 83% это сколько? А вот те 75% в 2010 году это сколько? Без ответа на этот вопрос подобного рода выкладки выглядят, ну, странно. То есть, если вы просто хотите немножко небольшой эмоциональной встряски в стиле: я прочитал, что у Германии недостаточно газа, ее ждут какие-то чудовищные убытки в 40 миллиардов евро. Здорово. Ну, тогда, наверное, да, этого достаточно. Для
какого-то вдумчивого анализа этого явно не хватит. Просто дело в чем? После кризиса начала 2009 года европейские энергетические компании совместно с «Газпромом» расширяли мощности подземных хранилищ газа на территории Европейского Союза. И если по состоянию на 2009, на 2010 годы совокупная мощность ПХГ Европейского Союза составляла примерно 65 миллиардов кубических метров, то сейчас этот показатель превышает 110 миллиардов кубических метров. Не кажется ли вам, что одно дело... Да, кстати, мощности в Германии тоже расширялись. Не кажется ли вам, что одно дело, когда у вас на 75% заполнено при... Я понимаю, что там северо-западная Европа только давалась в качестве вот точки отсчета, но давайте в целом посмотрим. Одно дело, если это 75% от 65 миллиардов, другое дело, если это 83 или там 90% от 110 миллиардов. Это будут очень разные величины. Более того, сейчас в Германии газа накоплено примерно столько в абсолютных показателях, сколько было бы в Германии газа, ну вот в начале десятых годов, если бы там вот, ну, те же самые относительные объемы были. То есть одни и те же относительные объемы ничего не говорят об абсолютных объемах. Это раз. Два. Потребление газа в Европейском Союзе в целом и в Германии в частности резко сократилось с 2021 года. И если уж на то пошло, даже по сравнению с началом десятых годов потребление резко сократилось. И в этом ключе смотреть на относительные показатели заполненности подземных хранилищ газа – это вообще странно. Потому что важны не относительные показатели заполненности ПХГ, а их мощность, возможности суточного, ну хорошо, начального максимального суточного отбора и потребление. И, разумеется, тут как раз идет речь о том, что потребление газа в начале 2026 года может резко вырасти, потому что ну, вот, могут быть холода. И то не факт. Но вот если холода будут, потребление вырастет, в ПХГ такая вот низкая доля, 75%, низкая доля запасов не вывезем. Простите, а потребление какое? Ну вот оно сейчас меньше, чем, скажем, было бы в 2021 году. Кстати, почему-то 2021 год тут не упомянули. А в 2021 году, так, на секундочку, тоже резко опускались температуры. В январе и феврале температуры наружного воздуха в Европейском Союзе падали до многолетних минимумов. В Мадриде выпадал снег. Поэтому я не совсем понимаю суть этого исследования. Ну, если мы пытаемся, по крайней мере, суть этого исследования в переложении ряда наших СМИ. Потому что если мы пытаемся делать какие-то выводы, мы их из этого, ну, можем сделать вывод только один, что люди не потрудились как бы порыться, посмотреть, какие показатели были 15 лет назад, какие показатели сейчас, сколько в абсолютных показателях накоплено. Может просто так получиться, что текущие 75% это не просто примерно столько же, сколько было вот тогда, при меньшем уровне потребления в данный момент. А может быть это даже больше по объему накопления. Я не утверждаю, но просто, ребят, ну вы проверьте, прежде чем писать про доли. И здесь я к неудовольствию своему, я вынужден присоединиться к высказыванию Министерства экономики ФРГ, которое говорит следующее, что страна не зависит только от подземных хранилищ. Да, да, она не зависит только от подземных хранилищ. Они да, и что министерство напомнило о новых терминалах для приема сжиженного природного газа. Но это как раз плохой довод, потому что если у вас резко растет потребление газа в моменте, то прежде чем вы закупите новые объемы СПГ, ну, в общем, СПГ не сразу у вас окажется. А знаете, СПГ будет еще морем идти какое-то время до вас, так недельку, две. Вот. Но достаточное предложение на мировом рынке, они отмечают, это правда. На данный момент предложение на мировом рынке достаточное. И я тут замечу еще один момент, что, дорогие друзья, а
вы забываете про соседей Германии. Ну, просто Германия не находится в вакууме. Германия является частью Европейского Союза. И если мы пытаемся оценить доступность газовых ресурсов Германии, то мы должны понимать, что Германия, ну, в лице своих компаний, покупающих газ, может воспользоваться мощностями, проложенными из Бельгии, из Нидерландов. Ну, в конце концов, она трубопроводный газ вон из Норвегии покупает. Но и переоценивать эти мощности тоже не стоит, потому что и в Бельгию, и в Нидерланды СПГ пока придет, пройдет какое-то время. А если холодно будет в Германии, то холодно будет, видимо, и у соседей, потому что, ну, вряд ли, знаете, так, холода не сконцентрируются вот в пределах немецких земель, а дальше не пойдут. Нет, такого, насколько я знаю, не бывает. Если уж холода, то везде холода. Притом холода могут сопровождаться снижением выработки на ветроэлектростанциях. Это дополнительное давление на немецкую экономику создаст. Это дополнительное давление на немецких потребителей и на немецкие газовые электростанции, потому что газовые электростанции, на них будет возложена большая роль по производству электрической энергии, а значит, надо будет больше газа для удовлетворения текущего спроса. И тут мы возвращаемся опять к вопросу о том, холодная зима будет, теплая будет зима. Вообще постановка вопроса предельно абсурдная. 21 век. Первая четверть 21 века, как бы, ну все. Вы представляете, вот еще пара месяцев и 2026 год. Ну хорошо, еще 3 месяца, и вот 2,5 месяца, и точно 2026 год. Вторая четверть 21 века. В Германии на полном серьезе размышляют. Не, ну если вот будет холодная зима, то, знаете, могут быть какие-то сложности. Ну не такие большие сложности, как вот эти говорят. Как бы сложности будут, но мы эти сложности можем парировать. Мы их можем эдак парировать, так парировать, сяк парировать. Ребят, вы о чем? Сама по себе постановка вопроса о зависимости от погодных условий, проскочим, не проскочим, будут убытки, не будет убытков. Да вы о чем? Да как это может быть? Где вы не туда свернули, дорогие друзья? Как так получилось, что вы по мере развития вашей энергетики впадаете в все большую зависимость от погодных условий? Почему вы заговорили еще в начале десятых годов об энергетической бедности, о том, что часть вашего населения – это, как известно, то самое население, которое вышло на пенсию и теперь катается по миру, потому что оно очень богатое. Так вот, часть вашего населения вынуждена делать выбор, когда ему предлагают 3 составляющие – лекарства, энергоносители, еда – выбор из 2 составляющих. А 3 сразу уже не вывозят. Ну, понятно, все остальные деньги ушли на поездки по миру. Это же очевидно. Богатые немецкие пенсионеры просто шныряют повсюду. Знаете, не подрасчитали, поэтому, когда возвращаются домой, приходится делать выбор. Вот за электричество с теплом заплатить, вот, лекарства купить или еды в достаточном количестве. Собственно говоря, последний вывод, который из этого всего можно сделать, следующий, что сама постановка вопроса, насколько большие будут потери, если будет холодная зима, казалось бы, должна быть абсурдной для такой страны, как Германия. Для такого крупного энергетического узла, как Германия. Для такого крупного промышленного мирового игрока, как Германия. Без шуток. До сих пор крупного мирового игрока. Кстати, как дела? Последний вопрос. Как дела с северными потоками? Все хорошо? Ну, раз все хорошо, то на этом мы будем заканчивать. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, благодаря исключительно вашей поддержке. Спасибо, до новых встреч.